Всем привет, с вами Игорь. Сегодня продолжаем разговаривать о нашей солнечной электростанции. У меня уже было такое видео, кто первый раз, может, смотрит теперешнее видео, вот это. У меня там есть на канале плейлист «Солнечная электростанция без инвертора и ЭКБ». Как я пользуюсь своими солнечными панелями. Без всей остальной там электроники, ЭКБ, инверторов, контроллеров и так далее. Вот. И в прошлом видео, не совсем все поняли, как оно у меня, что куда подключено, потому что там куча проводков у меня, да, действительно это понять как бы наглядно на том, что тяжело. Лучше это все нарисовать. Давно меня просили там нарисовать и по тепловому насосу, поэтому я сделал уже такую вот маркерную доску. Вот, это просто обычное стекло, кусок стекла, сзади покрашенный белой краской с баллончика, рамка деревянная, и маркером можно рисовать, стирать. Вот, оно прекрасно стирается. Теперь буду все стараться тут рисовать на маркерной доске. Будет более понятно и по тепловому насосу, и по панелям. Все можно здесь чертить, рисовать схемки. Вот, и вот просили меня зрители тоже объяснить, вот нарисовать схему, как у меня подключен этот контроллер для сброса солнечных панелей электричества напрямую на активные нагрузки. Это бойлер, электроплитка, в принципе, всем активным нагрузкам, как вы знаете, уже все равно там постоянное или переменное напряжение. Им главное, чтобы было хоть какое-то напряжение, они будут работать. Вот. И выгодно на такие нагрузки подключать солнечные панели, потому что они больше всего тянут, в принципе, денег с наших карманов. Именно вот эти вот активные нагрузки. Телевизор и холодильник там много не потянет. А вот активные нагрузки, эти бойлеры и так далее, то это много тянет. Итак, принцип действия моего контроллера. Так сказать, как он работает, по какому принципу. Вот солнце у нас встает, растет напряжение на панелях, соответственно, растет и на одной панели, с которой я беру напряжение контролирующее, это дальше буду показывать. Вот. Основная деталь это моего контроллера, это вот такая вот релюшка. Реле напряжения. Контроллер заряда разряда АКБ. Растет напряжение здесь. Вот тут у меня выставлен порог включения-выключения. Вот, и при достижении какого-то там определенного выставленного напряжения, например, 30 вольт, включается первая ступень нагрузок, там 300 ватт, например. Вот. Если солнца достаточно, оно еще больше поднимается, еще больше растет напряжение на массиве. Включается, например, на 32 вольтах, 32 вольты следующая ступень. 33 следующая ступень. И вот так вот, аж пока полностью, там, например, если яркий солнечный день, полностью весь массив будет задействован, вся его мощность. Если солнца нет, ее не хватает, включится только одна ступенька первая, и так оно и будет работать целый день. Если больше, если наоборот там тучка зашла, выключается пятая, потом четвертая, столько, сколько там не допустило, чтобы этот контроллер, главное, чтобы он удерживал его назначение, удерживал напряжение примерно там в каком-то диапазоне точки максимальной мощности панели. Она там указана на каждой панели. Например, на моих панелях это 31 вольта, вот мне надо удержать. Хотя я так наблюдал по работе своего контроллера, в принципе там может быть и 220, может быть 230 на панелях, а может быть даже 180 вольт. И при этом мощности практически я не теряю, потому что если больше напряжения, значит у меня меньше включено ступенек и, соответственно, меньший ток, но больше напряжения. Если у меня больше включилось ступенек, то есть одна включилась, но еще не выключилась, вот, у меня больше ток, но меньше напряжение. Там, наверное, 180 вольт, но больший ток. В сумме получается мощность опять та же самая, что при большем напряжении. То есть нас интересует именно мощность, а не напряжение или ток. Вот, поэтому так я посмотрел, потери начинаются, когда уже напряжение ниже там 150 вольт, где-то 160, 150 вольт и ниже. Вот тогда уже начинаются значительные потери.
или при превышении больше, чем 230 вольт. Тогда тоже мы не добираем сильно мощности. А так-то в таком диапазоне, то оно прекрасно все. Вот такой вот принцип действия. Да? То есть растет напряжение, включается следующая ступенька, еще растет. Если оно больше там солнца нет, и напряжение уже не растет, потому что слабое солнце, то, соответственно, и ступеньки не включаются, оно держит. И также оно наоборот и выключается. Так, теперь мы это все рассмотрим поближе, как оно подключено у меня. Что, зачем и куда, так сказать, у меня включено. Вот так, я думаю, видно. Вся моя схема собрана, солнечная электростанция, на панелях размером 100 на 160. Под вот этот размерчик. Вот. Есть еще панели 1 на 2 м, но там надо меньше будет панелей, чтобы набрать 220 вольт. Потому что у них большее напряжение холостого хода и максимальной точки рабочей. Но если у вас панели 1 на 1,60 м, свои будете высчитывать, какие там у вас. Нужно всего 7 штук. Не 6 и не 8, а 7 штук, чтобы набрать 220 вольт. Там получается точка максимальной мощности 31 вольта. 7 умножаем на 31, у нас выходит примерно там 220 вольт. Под нагрузкой. Вот это 250, это точка, это напряжение холостого хода, без нагрузки. Вот этих цепочек можно набирать сколько угодно и соединять их параллельно между собой. У нас остается всегда напряжение одной цепочки последовательной, а ток у нас будет увеличиваться с увеличением количества этих цепочек. То есть, если 2 этих цепочки последовательных, будет в 2 раза больший ток. Если 3 цепочки, в 3 раза больший ток и, соответственно, мощность. Можно будет подключать большую. Если посмотреть на панель с задней стороны, то становится очевидным, что панель была спроектирована и сделана именно под последовательное между собой соединение. Последовательное. Вот так ее придумывали производители. Это говорит все там. И изоляция электрическая рассчитана на 1000 вольт. Именно высоковольтное подключение. Сечение кабеля тоже на малый ток, но высокое напряжение. Расположение вот этих клемников всех, как они торчат в разные стороны, туда и сюда. Все говорит о том, что панель была придумана, спроектирована именно на последовательное подключение. Я советую всем именно это подключение. Параллельное, это как бы уже нестандартное будет подключение, и там много будет мороки. Это толстые провода, большие потери, и так далее. И коннектора какие-то надо докуплять. А тут все уже готовое. Плюс вышел на минус, подключился, плюс вышел на минус, плюс вышел на минус, плюс на минус. И так оно все подключается. Папа, мама, все как положено. Итак, как это работает? Набрали мы 7 панелей, там одну цепочку, 2, 3, 4, там сколько у вас будет. У нас получилось 220 вольт. У нас остался свободным минус первой панели и плюс последней панели. Это мы снимаем отсюда наш ток, наше напряжение, нашу мощность. Можно еще одну цепочку добавить и соединить параллельно эти 2 цепочки. То есть минус с минусом, плюс с плюсом. Напряжение будет то же самое, только ток увеличится в 2 раза. Сейчас мы рассмотрим по отдельности, как идут у меня провода. Плюсовой и минусовой. Минусовой у меня черный. Вот он черный. Пошел на ваттметр. Вот такой у меня ваттметр. Они у меня все такие. И на постоянный, и на переменный ток они есть. До 30 киловатт мощности, до 300 вольт он выдерживает напряжение, постоянный ток до 100 ампер. Вот такой хороший ваттметр. Тут у него и Bluetooth есть, можно его связать с андроидом, смартфоном, планшетом, там графики строить, там много всяких функций через Bluetooth можно смотреть. Как он подключается там на нем, на самом ваттметре есть. Я так вкратце расскажу. Минусовой провод мы разрываем полностью, пропускаем через ваттметр. А плюсовой мы можем просто сделать от плюсового провода ответвление, такую веточку, тоненьким совсем проводом, чтобы замкнулась цепь и начал работать ваттметр. А вот минусовой полностью пропускается через ваттметр, чтобы он мог мерить ток.
Плюс к нему еще подключить нужно 12 вольт питания отдельное. Это, я бы сказал, даже основное питание. Он может и от этого питаться, но вот это вот должно быть постоянно, круглосуточно, потому что вот этот, если от этого только, то он будет при переходных процессах, при утром и вечером, когда начинает работать только солнечная электростанция, маленькое напряжение не хватает ему, он будет пытаться запуститься, потом выключается, опять перезапускается, опять перезагружается, и это будет нехорошо для его здоровья, нашего ваттметра. Поэтому лучше поставить эти 12 вольт. У нас тут, кстати, все на 12 вольтах построено, низковольтные ваттметр, реле напряжения, ТТР, они все могут питаться от одного источника 12 вольтового. После ваттметра у меня идет на выключатель. Выключатель это обычный трехфазный автомат. Выключатель надо поставить, потому что что-то тут ремонтировать, надо выключить, чтобы это было безопасно. Один провод нас никогда не ударит. Плюсовой там или минусовой, это особенность постоянки. Переменка, одна фаза может ударить и без нуля. А постоянка плюс или минус не ударит. Только надо зацепиться за два провода сразу, чтобы вас стукнуло. Вот. Итак, как оно подключено? Чтобы оно разрывало обычным автоматом для переменного тока, наш постоянный ток большой мощности и большого напряжения, не возникла дуга, там ничего не выгорело, подключаем провод ко входу первого автомата, вышло с первого автомата, зашло во второй, петля, вот видите, вышло со второй, зашло петлей в третий, и с третьего вышло уже на клеммник, на колодку, это нулевая типа колодка, как они там говорят, так нулевая. Вот. Там это просто латунная такая колодочка с болтиками вкручена. Один провод подводим, а с остальных тут пошло на первую ступеньку нагрузка, вторая, третья, четвертая, пятая, уже отводки, уже на нагрузку это пошло. Так, с этим разобрались. Теперь плюсовой провод. Вот у нас плюсовой провод. Он вышел в соединение. Тут сколько у вас их получится, этих вот цепочек, и пошел вот сюда ответвление на ваттметр, тоже на такую колодочку, с колодочки на первое твердотельное реле, второе твердотельное реле, третье твердотельное реле, четвертое, пятое твердотельное, сколько у вас получится. Я просто нарисовал одно, это достаточно для понимания, они все остальные ступеньки так же само устроены, как первое. Из твердотельного реле, которое коммутирует нашу нагрузку, разрывает или соединяет плюс, уже работает наша нагрузочка. Разделил я это все синим маркером, силовая часть левая, управляющая часть. Так, теперь управляющая часть. Для управляющей части, для реле напряжения вот этого, вот такое вот реле напряжения, вот, можно на Алиэкспресс заказать, можно Украина, Акипдон. На Украине Акипдон, фирма есть такая, делает такие штучки, и там много чего еще другого. Есть у нее еще тоже такое, тоже реле напряжения, только без вот этого механического реле, и оно двухканальное. То есть на одно реле вот, можно подключить два твердотельных реле и настроить. Вот, выгода в чем? Что вот это, и это реле двухканальное, оно даже дешевле, чем вот это, потому что там в нем нет вот этого реле. То есть там клеммник, вот это вот индикатор и все. И две кнопки настройка, порог выключения, нижний порог и выключение этого реле. То есть советую. Я, наверное, оставлю еще ссылочку на этот Акипдон. Вот, твердотельное реле, сейчас тоже сразу уже покажу. Вот такое у меня, брал я его Космодром Харьков. Есть такая интернет-магазин, называется Космодром. Вот, на 40 ампер, 250 вольт по стоянке максимум. И управляющее напряжение от 5 до 32 вольт. Тоже интересная штучка такая, хорошая. Советую брать на больший ампераж, ну, на 40 ампер с запасом. Оно выйдет немножко дороже, чем, например, 20 амперное. Но зато не надо будет радиатор на него ставить. Можно вполне ее эксплуатировать. У меня все они без радиатора. Вот. Если не считать эту пластину заднюю ящика металлического. И они даже на ощупь еле-еле тепленькие эти. Там даже последнее реле у меня пропускает почти 2 киловатта мощности постоянного тока. Оно еле теплое. То есть выгодно то, что можно сэкономить с запасом, если взять реле по току. Вот, можно сэкономить на радиаторах.
Итак, берем мы напряжение с одной панели, на вот это вот реле напряжения, которое я только что показывал. Да? Берем напряжение с одной панельки. Вот, как я это сделал? Тут просто разорвал коннектор на входе и на выходе панели, плюс и минус. Вот, добавил туда, впихнул в коннектор мама, коннектор мама, да, впихнул тонкий проводок, тут впихнул тонкий проводок и тут. Там нужно только напряжение, тут тока никакого не будет идти. И опять сомкнул коннектора. Ну там тугенько оно так вышло, но оно соединилось нормально. Все, у меня есть контролирующее напряжение с одной панели. Любой панели. Можно брать первый, второй, третий, последний, какой вам угодно. К этому реле напряжения надо еще подключить 12 вольт питания. И пропускаем через само реле, замыкающее, исполняющее, там, которое замыкается или размыкается, еще 12 вольт на твердотельное реле. То есть 12 вольт один провод пропускаем сразу на твердотельное реле, а без разрыва, а второй через реле вот этого реле напряжения тоже сюда. Срабатывает реле напряжения, замыкает контакт, напряжение 12 вольт идет на твердотельное, оно открывается и пропускает на нагрузку. И так же само наоборот. Вот так это все работает. Теперь по нагрузках. Там меня спрашивали, какие у меня нагрузки. Вот. Ну, какие у меня нагрузки. Первая нагрузка, первая ступенька у меня вообще не коммутируется. Она вообще стоит без твердотельного реле. Она напрямую идет. Вот минусовой провод. И плюсовой провод идет прямо с колодки, прямо без захода на твердотельное реле, на нагрузку идет, напрямую. Это не нужно для первой ступеньки, потому что там она у меня, по-моему, 250 или 300 ватт. И такой мощности, ну, для 4 киловаттного массива она всегда практически есть. То есть примерно 10-15 часть мощности вашего солнечного массива можно пускать напрямую первую ступень, без всяких контроллеров, напрямую, прямо напрямую. Она будет всегда такая мощность. 10-15 часть, это примерно так. Следующие, если больше, уже нужно через твердотельное реле, чтобы оно контролировать. Вторая ступенька идет уже через твердотельное реле. И она тоже примерно 300-350 ватт у меня включается. То есть, если мало этой нагрузки, но солнце много, включается первая ступенька, я уже это объяснял, принцип действия. Третья ступенька, это уже где-то примерно 500-600 ватт. Четвертая это уже где-то около киловатта, пятая это 1,5 киловатта или даже больше, что-то, наверное, даже больше. И шестая это тоже около 2 киловатт нагрузка. Вот. То есть каждой следующей ступенькой мы увеличиваем мощность. Вот. И оно себе там, когда работает, оно клацает, там может включиться вторая только, может только третья, может первая и третья, может первая и пятая включиться. Ну, там оно все само подбирает. Если у вас разные нагрузки, оно само себе подбирает там вот этим вот клацанием, пока не найдет и не уравняет вот этот вот баланс, ну, мощность панелей в данный момент с мощностью нагрузки. Оно себе будет, то, что оно клацает, это, я так понял, ничего страшного нет. У меня уже год оно клацает и ничего еще не заклацалось, все нормально работает. Вполне, я же говорю, такая жизнеспособная и надежная. Мне нравится эта схема. Вот. Еще на нагрузки, насчет нагрузок. У меня сейчас все нагрузки сухие. Это спирали и сухие тены. Вот. Мокрые тены у меня были раньше. Они у меня стояли... Опять не уложился я. Ладно. Так, насчет вот мокрых тенов хочу рассказать, что стояли у меня вот эти вот мокрые тены в бойлере, они все последующие ступени, кроме первой, они пробились. Я не понимаю физику этого процесса, почему они пробились и как так произошло, но они все испортились, кроме первой ступеньки. Первый тен остался, второй, третий, четвертый, пятый, который по следующему включению, они как-то там пробились, они просто цепь разорвалась внутри самого тена металлического. Вот, я не знаю, почему это так, поэтому я перешел на сухие тены, спирали, вот эти, что и для электроплиток продаются. Вот, ими удобно работать, можно набрать любую мощность там соединением последовательным.
Вот, там просто, если нам надо, например, 200 ватт или 300, мы берем 2 киловаттных спиральки, последовательно соединяем, у нас будет на выходе там 250-300 ватт, что-то вот около этого. Вот так оно работает. Бойлер я сделал двойное дно металлическое и туда тоже впихнул спираль. Это и поменять ее легко, не надо ничего разбирать, не надо сливать воду. Ну, мне это так удобнее намного, и оно работает. Вот, ну, вроде бы все, что я хотел сказать на сегодня по вот этой схеме. Я ее нарисовал уже, все видно, все понятно тут, да. Вот, все как бы ясно. Если что-то еще забыл, может сказать, тут не сказал, но вроде бы уже все сказал. Все понятно, как работает, как подключить. Если что-то может быть непонятно, то спрашивайте в комментариях. Все, всем пока, до следующих видео.